Здравствуйте, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал. Хочу сейчас предложить вам гадание. Вы в гостях у Каролины. Какая замечательная карта у нас тут. Карта мира вышла. Показалось, да? То есть у кого-то будет мир, кто-то будет скоро налаживать отношения с человеком важным для вас. Также может быть подсказка о том, что будет какая-то дальняя дорога, далекое путешествие. Но мы идем с вами дальше. У нас вообще какая тема, какой вопрос сегодня будет. Посмотрим, что вам предложит скоро мироздание и как вам на это реагировать. Да? Такие вопросы, ответы. Какие будут предложения от мироздания. Думайте о себе, пожалуйста. Так, прежде всего, подсказка идет вам. Нужно за свое постоять, побороться. Либо не допустить в дом какого-то человека, которому вы не доверяете. Просто буквально перед кем-то, видите, закрыть дверь, либо ее не открыть. Вы знаете этого человека, вы чувствуете, что от него идет негатив. Да? Пожалуйста, следуйте своему внутреннему знанию этому, потому что четко подсказано, да, защищать свой дом, свой кров, свои деньги в том числе. Так, если на работе есть у вас подчиненные, которые имеют доступ к вашим финансам, то здесь нужно, подсказка такая, особо позаботиться о ваших финансах, чтобы человек не мог их себе присвоить. Так, дальше. Что еще тут у вас идет? Ну, заходит в жизнь мужчина для вас. У кого-то, может быть, он уже есть, допустим, но вы в размышлениях, да, а смотрит ли он на вас серьезно? Здесь у нас император. А действительно ли можно на что-то серьезно рассчитывать, либо надеяться с этим человеком? Человек вам нравится, человек взрослый, очень успешный, он интересный, он уважаемый в обществе. В то же время, конечно, он не без своих тараканчиков, человек властный, скорее всего, очень любит, чтобы было все по его, как он хочет, как он сказал. Некоторым женщинам это подходит, некоторым нет, не подходит. Но не надейтесь его перевоспитать, так скажу. Если у вас есть вот притяжение, все нравится, да, но не нравится там его командный тон, либо вот его постоянные какие-то, ну, скажем так, манипуляции, чтобы все было по его. Вы, если надеетесь перевоспитать, то это не тот случай. Этот человек сформировался уже, он такой, какой он есть. Поэтому вот и думайте, скажем так, выдержите ли вы долго этого человека. Любовь любовью, но характеры тоже нужно учитывать, да, характер каждого человека, насколько вы друг другу подходите. Итак, по восьмерке жезлова здесь либо у вас будет путешествие с этим человеком, вот он скоро вас приглашает, да, поехали, отдохнем куда-то далеко. Еще и карта мира выходила, это у нас очень часто, образно говоря, такое, знаете, путешествие вокруг земного шарика. Ну, это образно. Куда-то может пригласить, путешествие это будет, скажем, таким очень беспечным, очень богатым, то есть когда вы будете получать все удовольствия, какие только вам бы хотелось. И здесь речь обо всем, да, и о материальном, и о духовном, и о различных женских радостях, что вам хочется. Потому что по десятке пентаклей я понимаю, что он будет очень сильно сорить деньгами и для вас, скажем, стараться. Также эта триада может еще сказать о том, что мужчина настроен проявить себя к вам по-серьезному уже, да, что-то рассматривает он сейчас такой вариант для себя, да, не то, что вы вариант между вами и ком-то, а для себя он уже рассматривает, присматривается то, чтобы все-таки быть с вами в паре. Но он пока присматривается между вот этим решением и королем. Еще есть дорога, понимаете? Поэтому тут уже как вы по этой дороге вместе пойдете. И что из этого получится. Вот такие подсказки вышли, видите? Скорее всего, первая карта вот говорит о том, чтобы вы, возможно, не пускали в свою жизнь людей, которые пытаются вами манипулировать касательно этого мужчины. То есть подруги вот с их какими-то там странными советами, да, сама ничего еще не видела, не прожила, но уже она все знает и все посоветует. То есть здесь вам вот беречь вот этого мужчину, ваши отношения, чтобы самой принять решение, а не позволить кому-то там повлиять на вас. Так тоже может быть. Если кто-то, уже вы с этим королем вместе, например, проживаете,
У вас все хорошо с королем, судя по вот этой карте. Это очень успешная, счастливая, богатая, прекрасная жизнь. Когда все есть, всего достаточно. И есть не только там деньги, есть время, есть здоровье, есть наслаждение жизнью. В общем, все, что мы хотим, да. То есть здесь предупреждение тогда. Тоже в ваш дом лишних людей не пускайте, понимаете? А то им станет завидно. И кто его знает, как они себя поведут. Так, дальше идем. Вот вам такие предложения идут. Мироздания. Ну вот смотрите, рядом с вашим солнцем 3 старших аркана, просто мне нет слов, насколько они серьезные. Солнце и луна, это у нас звезды, это у нас все-таки долгосрочные очень карты, которые показывают, что этот мужчина заходит в вашу жизнь надолго, навсегда. И посерединке вперся этот дьявол. Че он вперся, как вы думаете? Потому что четко по первой карте понятно, что кому-то очень не нравится ваше счастье, ваш достаток, довольство жизнью, понимаете? Что кто-то хотел бы влезть. Я не говорю сразу, не думайте, что сразу магия. Нет, это просто может быть человек, которого бесит, раздражает, что у вас все хорошо, и человек хотел бы помешать, да? Как-нибудь вмешиваться. Нехорошо. Может быть и какая-то лжеподруга, либо, может, была и хорошая подруга, но потом как бы зависть глаза застила. Все может быть. Могут быть родные люди, которым кажется, что вы не пара, допустим, да, или, допустим, вы только встречаетесь, вам кто-то там на ушко зудит все время, да он тебя бросит, да то, да сё, понимаете? Вот от кого-то надо отбиваться, потому что там, какие-то такие намерения, видите, по карте дьявол, такие намерения, от которых надо бежать. И сохранить вам ваше солнце, вашу звезду эту, ваше счастье и ваши мечты. Все сохранится, но вам нужно это беречь. Также заходите на канал Мальфарова Свеча, это мой канал, и там мы чистки. Каждый день у нас там чистка, отливка, чистка. Пожалуйста, будем все вот эти попытки людей внедриться в ваши отношения, конечно, будем это все счищать. Но, конечно, для кого-то это, может быть, будет, знаете, 1% там из 100 или там 3%. Конечно, по дьяволу это может быть желание помогичить с какой-то стороны. Опять же, не пускайте такого человека на порог. Да, и либо чистите мужчину, да, чтобы к нему это не прилипло. Дальше смотрим. Угу. У нас сегодня что за день? Смотрите. Сплошные старшие арканы, да, из целой колоды. Одна линейка старшие арканы, вторая линейка старшие арканы. Так, давайте будем смотреть. Опять же, ситуация, которая как бы долго не решалась, все вот как-то что-то тормозилось, да, сейчас решительно начинает развиваться. То есть, может быть, вы, допустим, оформляли документы, может быть, ваш мужчина там иностранец, да, и вот решается, говорит, давай, приезжай, будем жениться, допустим. И вы долго не могли оформить документы, все как бы висело, то коронавирусы, то еще что-то, то границы закрыты и так далее, да, либо какую-то бумажку потеряли, все может быть. Вот то, что долго не решалось, сейчас начнет решаться. Вы знаете, вот первые шаги по умеренности, а потом совсем уже по карте колесницы все пошло в движение. То есть что-то будет классно для вас очень решаться. Это может касаться этого мужчины и ваших отношений, но это может касаться и других каких-то дел. Например, долго оформляете что-то, да, вот скоро будет все хорошо, у вас будет результат на руках. Еще какие-то ожидания. Работу долго, может, ищете, ответ какой-то долго ждете. Возьмут вас, не возьмут, да? Скоро будет ответ, скоро будет результат в ваших руках. Результат победительный. Это же карта колесница. То есть победа у вас в руках. То, чего вам очень хочется. Но вот смотрите, идут. Как можно из целой колоды сплошные старшие арканы вынимать? Я не знаю. Вот такая у нас гадание. Пентаклевый туз, карта победителя. У меня нет слов. И 4 пентаклевая. Дорогие мои, те, кто сегодня собрались на этот расклад, вы просто, я не знаю, просто должны сейчас поставить лайк этому видео, чтобы все сбылось. Вы посмотрите, какие идут перемены. Золотой шанс, который вы берете в руки. Благодаря этому шансу вы садитесь на коня, вы чувствуете себя победителем в этом мире, этого, так скажем, ваш такой успех такой большой, что его оценивают даже окружающие люди. То, что вы для себя понимаете, что вы победительница, да, это отлично. Но и другие люди видят в вас эту победу.
И она вам по праву досталась. У вас по 4 Пентаклева идет стабильность. Вот это, то, что вы возьмете от жизни, это будет стабильно, это будет надолго. Опять же, для кого-то, к примеру, у вас мужчина есть, у вас все хорошо, счастье, детки, там, здоровье, все, что вам надо. И вы сейчас рассматриваете рабочий вариант, что там по работе, да? Тогда, дорогие мои, вы видите прекрасно, да, что идет успех, идут какие-то подвижки, какие-то перемены, которые приведут вас к тому, что вы будете на коне и будете держать этот золотой пентакль в руках. И грядет стабильность. Вот такое у нас гадание. Вы знаете, я сейчас, наверное, возьму еще одну колоду. Другой колодой продолжим, да? Вот мы рассказали одну историю, и мы пойдем дальше. Вот эта история у нас уже рассказана. Интересная довольно-таки. Такая успешная очень. Так, второй колодой давайте сейчас продолжим. Итак, предложение от мироздания и как вы будете, что вам нужно сделать, как их брать, эти предложения. Опять же, вышел у нас кубковый туз. Идет какая-то большая радость, реализация в любви, реализация в творчестве. Очень часто творческие люди, они очень чувствительны, чувственны. Все, кто вот пишут там музыку, пишут стихи, рисуют картины, да, идет какая-то полная ваша творческая реализация, либо же реализация любовная, когда вы встречаете человека, с которым вы можете быть самим собой, любить и без страха свою любовь дарить, отдавать и получать взаимно. Так, прошу прощения. Дальше давайте посмотрим. Подсказки от мироздания. Взяли мы другую колоду. Так. Ну, здесь идет, смотрите, идет у кого-то, опять же, победа. Видите, шестерка жезлов в какой-то борьбе. Побеждаете в борьбе. И в этой борьбе, в которой вы победите, вы правы. Вот в чем дело. На вашей стороне будет мироздание. Потому что вы защищаете свой дом. Видите? Семерка жезлов — это всегда человек, который, ну, на этой колоде нет, но на других колодах прорисовано, что человек стоит, а сзади него дверь, вход в его дом. Человек защищает свой дом. Вот она, сама эта борьба. И вот победитель. Так что идет вам победа, которую, конечно, вы будете очень сильно радовать. Опять же, от кого защищаете? Кто угодно. Может быть, кто-то будет, как вам сказать, ну, кому-то и соперники, соперницы лезут в дом, да, там что-то хотят. У кого-то, например, идет, может быть, какая-то тяжба за жилье. Реально, допустим, делят, кто-то делит жилье, либо кто-то не имеет права, но его невозможно выселить, он там засел, живет и все тут, да, и не может никак выехать. Все может быть. То есть здесь что-то связано с недвижимостью, с жильем, и вот какая-то победа в борьбе за эту недвижимость. Так, дальше. Угу. Смотрите, здесь кто-то задумал, как я говорю, прыгнуть выше своей головы. То есть вы что-то задумали, вы смотрите, вас куда-то тянет, все время притягивает какой-то интерес. Это может быть связано с делами, с работой, потому что вот паж жезловый, да, новая реализация, обучение чему-то новому. Вот вы уже заглядываетесь туда, вам очень хочется. Вы знаете, вам очень рекомендовано это обучение. Вот вышла у нас карта отшельника, а этот четко, очень часто отшельник показывает именно человека, когда он уходит вот в это обучение, да, вот у него там скоро экзамен, не трогайте меня, там я буду месяц или два сидеть, вот все учить, у меня там очень часто показывает обучение, когда человек просто пока не хочу никого видеть, я занят. Поэтому здесь кто-то, кто настроен что-то изменить в вашей жизни, в вашей реализации, пока вы только планируете, да, уйти в обучение, но вы туда все-таки уйдете. А давайте посмотрим тогда, как бы, чем это обучение будет для вас. Ну, хотела сказать, чревато, но это неправильное выражение. Куда этот процесс вас заведет? Давайте посмотрим. Итак, после того, как вы закончите обучение, вы четко будете менять работу. Причем, возможно, менять работу и менять даже как бы место работы, даже место жительства. То есть, если у вас новая профессия будет в руках, вы, возможно, видите, по тройке жезловой, человек уже на другие берега четко засматривается. Причем по десятке мы понимаем, что на чем-то финал, что-то заканчивается.
Заканчивается, кстати, какая-то тоже и соперничество, либо борьба, может быть, на работе, допустим, или за место под солнцем. В общем, что-то, что вам надоело. Надоело даже, может быть, вы поняли, что за это не стоит бороться. Вы оставляете, и вы будете куда-то отправляться в путь. Здесь может перемена идти работы, перемена жилья может идти. Так. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Значит, будет такой момент, знаете, когда почувствуете себя как-то одиноко, как-то вдруг будет казаться, что меня никто не любит. И вообще, а будет ли у меня когда-то все хорошо, с любовью? Вот такой будет какой-то момент. И смотрите, идет какая шикарная встреча. Королева кубков и рыцарь кубковый. Это будут отношения очень юные. Я имею в виду, неважно, сколько вам лет, даже если вы очень будете взрослые, у вас будут отношения как в юности, да, то есть с романтикой, с цветами, с музыкой, не знаю, со стихами, может быть. Во-первых, здесь мужчина очень искренний. Всегда рыцарь кубковый показывает, что это будет искреннее чувство от мужчины. Вы можете быть немножко его старше, ну, не обязательно на самом деле. Вы знаете, вам идет прямо как подарок судьбы. Вот в момент такого какого-то разочарования, какой-то такой печальки, да, вот вам от мироздания, видите, прям как из облака, дается вам этот кубок. Вот не зря у нас тут кубок и первой картой, да? Поэтому кому-то идет из вас прекрасные отношения, любовные, счастливые, нежные, вот такие, которых вы искали, как вы хотели. Вот что-то такое идет. Дальше давайте пойдем. Так. Но здесь показан какой-то человек, который не отпустил вас. Это может быть не обязательно там бывший любимый, да. Ну, может быть и так. Когда он дальше продолжает думать о вас, помнить о вас, наблюдать как-то за вашей жизнью, узнавать, как вы живете, что в вашей жизни происходит, да, мужчина из прошлого. Либо это может быть вообще просто ваш родной человек, с которым вы не рядышком, вы на отдалении. Человек очень ностальгирует по вам, скучает по вам и будет скоро на вашем пороге. Встреча идет с таким человеком. И дорога, которую он преодолеет ради встречи с вами, будет для него трудновато. Но, тем не менее. Сердце сказала, хочу видеть, и все, тут поэтому еду. Поэтому ожидайте такой вот встречи. Для кого-то с родным человеком, для кого-то, возможно, с бывшим любимым. Так, вижу момент, у кого-то есть подозрение. Вот видите, пара посерединке, двойка кубковая, стоит пара, целуется, любовь. У людей любовь. А с двух сторон семерка и мечевая, мечевой король. Ну, это у нас карта, когда человек предает или ворует что-то, или просто уходит, но таким уходит как бы по-английски, знаете, то есть ничего не сказал, ушел себе и все, и куда ушел, потерялся. То есть у кого-то в паре либо есть такой мужчина, который вот так ушел, ничего не сказал, и вы о нем, допустим, не знаете ничего. Либо, конечно, после предательства ушел, а может, вы ему на дверь указали. Вот что-то тут тяжелое такое произошло. Вот. Либо эту триаду еще иначе читают. Это еще может быть, когда мужчина, например, подозревает женщину в неверности, понимаете? Сидит тут такой злой, уже себе надумал, там, допустим, опоздала на час с работы с подружками, зашла там где-то кофе выпить, он уже себе тут надумал, что уже где-то она там изменяет. И уже у него тут просто рвет его на части, что там измена происходит. Поэтому это триада читается двояко, да? Может быть показан мужчина, который сам виноват, либо он подозревает женщину в неверности. Давайте мы посмотрим следующие триады и, возможно, немножечко раскроем эту линеечку. Так, карта Луны. Ой. Смотрите, здесь так я вам хочу сказать. Этот мужчина, он не проявляется, потому что он мечтал бы проявиться, но он не проявляется. Ему тяжело сейчас на сердце, потому что он заблуждается в чем-то. Видите, карта Луна. Простите, карта Звезда. Человек заблуждается в том, что он сам себе надумал, да? Вот, ночные страхи. У него есть страх, что женщина неверна, что изменяет. И поэтому он не проявляется. Понимаете? Вот. На самом деле ночами тяжело это переносит. Девятка мечевая. Это страхи, подозрения.
и так далее. На самом деле, конечно, мечтал бы, чтобы все было хорошо и чтобы женщина была ему верна. Вот такая нам показана история. Давайте посмотрим, а придет ли когда-нибудь к нему осознание. Представляете, если вот так вот пара распалась из-за того, что мужчина подозревает, а на самом деле женщина ему не изменяла. Это же тоже очень обидно. Давайте посмотрим, а придет ли ему какое-то, не знаю, осознание, какое-то как-то... Угу. Да, карта башня. Дальше что? Король пентаклей и королева мечей. Итак, придет ли ему? Да ему придет. Только знаете, когда придет? Когда возле дамы уже другой король. Вот вдруг ему дойдет. Вот. Разрушатся все его либо подозрения по карте башни. Да, ну мы же спросили, будет ли что-то меняться. Да. Придет момент, когда, возможно, он подумает, а вдруг я не прав, да, и вот он захочет появиться на пороге у женщины, а у женщины на пороге уже мужчина рядом есть, который ходит вокруг этой женщины, хочет быть с ней в паре, предлагает свою любовь, свои несметные богатства, ну, я так образно говорю, да, глядя на эту картинку. Вот, и женщина будет принимать решение, кого она хочет принять в свою жизнь. Нового человека, кстати, очень успешного, такого, знаете, пентаклевый король, человек, который умеет жить, земной, конечно, очень приземленный, он и не романтик, но он очень заботлив, и он умеет все равно, конечно, любить, просто по-своему, да, как бы приземленно так. Вот, он не цветы там лучше пойдет купит, а кофточку. Кофточку можно носить, а цветы завтра завянут, понимаете? Вот. Женщина будет выбирать, потому что меч у вас в руке, и вы выбираете, какой король, какому королю дать предпочтение. Новому королю, либо вот этому, который вам и парой-то показан. Видите, вы мечевая пара. Но вот начудил, либо ушел по-английски, потерялся, не появлялся долго, либо приревновал вас, вот, либо ну просто ушел, сам что-то сотворил, да, и потерялся, не показывается на глаза. Ну вот покажется. А вы уже будете решать, надо он вам или не надо. Но я вам хочу сказать, этот король, он еще в таких энергиях, таких вот сумасшедших, его шатать будет очень долго. То есть, например, надеяться на то, что с ним сойтись и будет спокойная, такая мирная, благополучная жизнь, и все. А что было, то было, плохое прошло. Вот с этим королем я это не скажу. Его будет вот так, не знаю, может быть, до старости вот шатать, да, то все хорошо, то у него нервы, то у него недоверие, то у него ревности. В общем, он такой проблемный, в общем-то, король. Посмотрите на него. Вот, но выбирать вам, да, выбирать вам. Так, дальше. Что еще нам тут мироздание подскажет? Посмотрим. Угу. Так, ну здесь, у кого есть детки, будет как-то налаживаться отношения, например, между мужем и детьми, вот если есть конфликты. Да, есть такое, особенно в подростковом возрасте, конфликты, а женщина мечется между мужем и детьми, чтобы и там было все хорошо, и с тем договориться, и с тем договориться. Вот здесь, видите, умеренность между королем и детскими энергиями идет. Либо, допустим, женщина очень хочет ребенка, мужчина не хочет. Говорит, нам рано, нам еще надо там купить то, купить дом, сделать ремонт, а потом попутешествовать, а потом. То есть здесь может быть мужчина, например, приходит, как бы успокаивается, приходит к гармоничной мысли, что да, он хочет ребенка. Без всякого насилия. Вышла карта гармонии. Что есть какая-то гармонизация, да, не было взаимопонимания. Может быть, вы замужем, и, например, мужчина не родной отец ребенку. И вы просто волнуетесь, либо встречаетесь с мужчиной и переживаете, а как у него сложатся отношения с ребенком. Смотрите, вышла карта умеренности. Это спокойно, это гармония. То есть какая-то гармония будет между мужчиной и ребенком. Видео надо же, но ничего, мы продолжим. Итак, еще несколько карт, да, предложения вам от мироздания и как вам реагировать, чтобы вы просто более наявно увидели картину, да, тогда вы будете лучше понимать, как же реагировать. Так, королева жезлов.
Мгм. Смотрите, вы скоро будете перед выбором стоять. Жезловая королева, дама очень активная. Вы любите активную жизнь, то есть выбор любой, вплоть до того, там, обновить гардероб, до с кем дружить, с кем работать, новый бизнес, хобби, как развиваться и так далее. То есть это женщина, которая всегда куча планов в голове, как идти, куда идти, и всегда хочется чего-то достигать, да, женщина-достигатор, такой огонечек, огненная стихия. Вот у вас какие-то планы тут по тройке пентаклей будете строить. И вот здесь есть какая-то небольшая опасность, чтобы вы не ушли в иллюзии. Да? Семерка кубков – это карта наших мечтаний, чего тут нам чего очень хочется добиться. Здесь много всего предоставлено, но это еще карта иллюзий. И я понимаю то, что вы что-то планируете, и вам надо выбрать свои действия так, чтобы они действительно все проигралось, все получилось у вас, да? Ну, скажем так, вы хотите, мечтаете там кем-то стать. Понятно, что можно мечтать стать там менеджером или в своей, где вы там работаете, или даже там директором, да, но навряд ли у вас получится стать директором всего этого производства, да, там директором, я не знаю, Кока-Колы, допустим, но я шучу. Поэтому, ну, ваши вот правильно рассчитайте свои вот эти мечты, чтобы они не превратились из мечтаний, которые могут сбыться при достаточном усердии, в иллюзии, да, если вы мечтаете там стать, я не знаю, президентом, ну, станете вы президентом, да, ну, понятно, что нас миллионы, да, президентов по пальцам посчитать. Поэтому ваши мечты должны быть как-то немножечко, вы должны понимать, что мечтать надо вот о том, чего вы можете достигнуть, в принципе, реально, да, или там в космос полететь, мечтать, ну, кто-то и полетит, но это ж кто? Из миллионов человек, из миллиардов, кто полетит в космос? Мало кто. Поэтому вот какие-то немножко приземлить, что ли, да, свои мечты, чтобы они были реальными, и тогда вы их обязательно достигнете. Вот такая вот вам идет подсказка. Так. Так. Какая-то будет встреча с друзьями, либо с подругами. Во время встречи у вас будет какое-то разочарование, либо поведением, либо слова какие-то услышите для вас не очень-то приятные. Я вижу, что вы уходите, как бы не догулявшие, уходите. Либо кто-то просто себя ведет некрасиво, вы не хотите как бы к этому быть причастным. Вот и все. Какое-то разочарование в какой-то компании, и вот уход здесь, уходите. Либо новые какие-то люди, вот познакомились, да, как будто бы ничего так, а потом посмотрели, да, нет, это вообще не мои люди, мне с ними не интересно, я себе пойду тихонечко. Ну, тут вам вполне рекомендовано, делайте, как вы считаете нужным. Если это не ваши люди, то и значит это правильный шаг. Так, ну, здесь через тернии к звездам кто-то идет к успеху. Видите, начинаете с семерочки, это медленная карта, вот, посадил урожай, буду теперь его ухаживать, буду поливать мой урожай, да, и пусть он вырастет. И он вырастет, да, вам будет немножко трудно. По девяточке жезловой придется потрудиться, да, придется охранять свой урожай, действительно заботиться о нем, но ваши заботы, они обязательно увенчаются с успехом, особенно для тех, кто новый бизнес, новое дело вы какое-то начали. Вот для вас это супер классная подсказка, да, что все не зря, и вы обязательно получите результат. Результат будет замечательный. Девятка это очень хорошая карта. Так, пентаклевая девяточка. Дальше. А вот мы пришли к интересной очень линейке. Мы ее сейчас с вами обсудим. Кто-то будет принимать решение о выходе из отношений, где человеку плохо, где идет недооценка, где идет нелюбовь, где холодно душе, а может быть и холодно телу, где такое внимание, да, что человеку даже реально человек может мерзнуть. Либо будете покидать место, где вам плохо, например, рабочее место, вы ходите туда, вам мало платят, либо вы реально там мерзнете на работе, либо мокнете, я не знаю, ну что-то, вот дикий дискомфорт. Вот вы подумали и ставите жирную точку и думаете, да зачем мне это все надо? Я себе найду гораздо и встречу или найду лучший вариант. Здесь может быть речь идти об отношениях и о работе тоже. И так, и так. Подумали, вот под четверочки побыли, немножко поразмышляли и решили бросить эти все мечи, поставить точку на этой ситуации. Замечательное тоже считаю решение, знаете. Человек ищет, где ему лучше. Это нормально.
И вот в продолжение этой темы, смотрите, насколько вам действительно улыбнется удача. Идет вам фортуна, колесо фортуны к вам разворачивается. Да, трудности остаются позади. Вы прошли какой-то трудный период в вашей жизни, какой-то трудный этап, но он остается позади. На четверочку, по четверочке пентаклевой вы входите в очень стабильное материальное положение. То, чего вам и хотелось, правильно? Поэтому не бойтесь перемен, делайте эти перемены, создавайте их сами, пробуйте что-то новое, да, для того, чтобы ваша жизнь улучшалась, конечно, и шло все вверх, ступенечки, чтобы вас вверх вели, а ни в коем случае не вниз. Так, ну вот я чувствую, что это будет уже завершающая линеечка, потому что она очень красивая. Опять у нас идут старшие арканы. Итак, ну что, дорогие мои, вышла карта мага и карта справедливости. Обожаю эти карты, да еще когда они рядышком лягут. О чем говорит? Вам откроются великолепные, какие-то огромные классные возможности, и это будет справедливо. То есть это как подарок с небес за то, что в вашей жизни, возможно, вы страдали, помогали другим людям, то, что вам пришлось пережить, перенести. Понимаете? Возможности, данные вам, которые даны вам будут по справедливости. Карта императора. Эта карта может обозначать как мужчину всей вашей жизни, да, который будет рядом с вами, который будет для вас этим волшебником. Да? Что ты хочешь, дорогая? Это, пожалуйста. А это хочешь? Пожалуйста. Я все для тебя. Но это также может еще показывать, если у вас мужчина есть уже, и вы им довольны, да, и все хорошо, а вы именно собой занимаетесь, своим развитием, то император может еще показывать для вас, что вы входите в энергию императора, когда все мне по плечу, все мне подвластно, все, я кручу, я хозяин, я хозяйка своей жизни. Понимаете, тут, карта все-таки мага вышла. Поэтому это может быть действительно касаться мужчины, но это может касаться и женщины, как вход в энергии императора. А это еще как бы сильнее, чем императрица. Вот такое у нас сегодня гадание. Дорогие мои, буду вам благодарна за ваши отзывы, насколько вам было это интересно и важно, насколько это срезонировало с вашими жизненными ситуациями, насколько вы получили какие-то ответы на свои вопросы. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч. Спасибо вам большое. Пока-пока.